Добрый день, друзья! Сейчас весна и самое время для пересадок орхидей. Основная часть орхидей очень активно начала наращивать корни, но другие орхидеи, даже не пересаженные, например, как бабочка Оранж, которую показали в самом начале, она решила цвести, но с ее пересадкой придется подождать. А орхидея Черный ангел я вам несколько раз рассказывала и показывала ее. Купила в январе этого года. У нее был цветонос, который нарастил бутоны, но цветы так и не открыл. И буквально месяц назад я отрезала этот цветонос, и орхидея пошла в очень активный рост. И самое время ее пересадить. Давайте извлечем ее из горшка, посмотрим, какие корни она сумела вырастить за это время. По-моему, прекрасные. Уберем весь мох. Увидим, есть ли корни внутри мохового стакана. Похоже, что нет. Похоже, все корни она растила ближе к стенкам горшка. Да, внутри ни одного корня. Нет, сейчас покажу. Один единственный есть. Вот один единственный корень, который остался и был внутри плотного мохового стакана, а этот корень погиб. Зато есть много новых растущих корней. Раскуклились старые корни. Растут корни от шеи. Самое время для пересадки. А раз мы ее пересадим в начале весны, то к осени будем ждать ее цветения, потому что было так обидно, даже когда я отрезала цветонос и поставила в воду, ни один бутон не открылся. Так хотелось посмотреть, уж очень красивая бабочка. Вот какие корешки. Можно еще убрать весь мох или пойти, что я чаще всего делаю, промыть корни под проточной водой. Как я это делаю? Ссылку на видео оставлю в правом верхнем углу экрана. Смотрите примерно с 13 минуты. А я пойду промою корни. Промыла корни. Корни чудесные. Есть парочку черных тяжей, которые отрезаю или обрезаю, если он полностью черный.
Ну, сильно обрезать нечего. Потому что все корни отличные. Вот такая орхидейка. Я буду использовать двойной горшок. Название Лондон. Но двойных горшков существует великое множество с массой разных названий. Объем горшка 1 литр. Орхидея маленькая, цветочки у нее мелкие, поэтому думаю, что этого горшка ей будет достаточно и для жизни, и для роста. Но посажу как можно глубже в горшок, потому что орхидея активно растит корни от шеи. Как я это делаю? Одной рукой держу орхидею, второй рукой кручу горшок по часовой стрелке или против часовой стрелки. Орхидея садится ниже в горшок. А потом, когда листики по каким-то причинам орхидея сбрасывает, а она это делает регулярно, заменяет листья старые на новые, как, впрочем, и корни, тогда досыпаю грунт, чтобы орхидея не была очень высоко с голым стволом над грунтом. Использовать буду мелкую кору. Мне нравится кора такая. Кора сухая, корни у орхидеи влажные. Кора полностью готова к использованию. Ее не надо ни кипятить, ни промывать, ничего делать. И даже посадить очень легко из пакета. Насыпаю со всех сторон кору. Стараюсь придержать орхидею по центру горшка. И распределить кору в горшке. Сейчас, если мало, немножко можно подсыпать. Всегда поднимаю горшок, проверяю, не осталось ли больших пустот. Вот здесь есть одна пустая часть. Но чтобы не осталось там пустот, можно похлопать слегка руками по горшку. И видно, что кора распределилась, и можно еще положить в горшок небольшое количество коры. Нам нужно, чтобы орхидея крепко держалась в посадке и не болталась, чтобы у нее движения не было. Но при этом корни постараться закрыть корой, а шея должна быть вровень с грунтом, для того, чтобы происходило проветривание шеи и не было загнивания. Можно еще раз постучать. И еще раз насыпать небольшое количество коры. Иногда я делаю так. По краю насыпаю коры чуть больше, чтобы прикрыть корни. Получается, орхидея как бы в углублении стоит. Но основание ее остается над поверхностью коры. Вот такая есть еще хитрость небольшая. Но это примерно так, как мы делаем, когда покупаем орхидею и убираем грунт от шеи. Вот так. Все очень быстро и очень просто.
через 2 дня буду поливать орхидею. Причем я специально сажаю сейчас орхидеи, вот такие малышки, из мха в кору, для того, чтобы вам объяснить, как же это будет происходить. Именно вот эту орхидею и в этой коре я буду поливать замачиванием. Почему? Кора сухая, не влагоемкая. Она не вберет в себя огромное количество влаги. Примерно через неделю, 10 дней после полива, весь горшок просыхает. И я еще раз наливаю в горшок воду и опять поливаю. Но всегда наливаю воду в горшок на 2-3 сантиметра ниже уровня грунта. И оставляю примерно на 20-30 минут. Но полив орхидей в коре я со временем меняю. Я рассказывала, существует несколько видов поливов орхидей. Ссылку на это видео оставлю в правом верхнем углу экрана. И когда кора действительно станет влагоемкой, тогда я меняю полив. Поливаю или проливом, или по краю горшка, но в коре никогда не делаю полив мокрые пятки. Вот такая орхидейка. Очень надеюсь, что к зиме мы увидим ее цветение, потому что в этот раз не получилось. А такая красавица, так хочется посмотреть. До новых встреч, друзья. Увидимся на канале. Съемка закончилась, Юлечка. Юлька. Не мешайте, скажи мне спать. Ну да, дождик идет. Состояние сонное.